Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана і я запрошую на прогулянку таку незвичну травнем. Чому незвично? Тому що крапає дощ. Але я з парасолею, тому буде все гарно і цікаво. Растениям все равно, дождь, холод или ветер, они цветут, украшают наши сады. И я хочу показать, мне кажется, даже в такую погоду сад будет очень красив. Покажу вам новые свои растения, это интересно. Покажу, которые цветут очень красиво начали, которые отцветают. Посмотрим, что я сделала. И просто полюбуемся майским садом. Если что, у меня есть зонтик. Буду под зонтиком. Ну, вроде бы прекращается уже дождик. Идемте. Не могла не начать эту прогулку с моего самого любимого цветущего рододендрона. Вот такой он сейчас. Это рододендрон Германия. Середина мая. Вот так он цветет. Можете посмотреть его размеры, габариты. В саду у меня растет уже 4,5 года этот рододендрон. Очень красивые цветы. Я немножко сняла солнечных кадров в хорошую погоду. Вы можете посмотреть, как он выглядит. А так цветет в этом году. Май 2025 года. Дождик усиливается. Я сейчас возьму камеру в руки и буду под зонтом ходить и показывать вам. Зацвели еще другие рододендроны, покажу. Не все одновременно пышно, но это и хорошо. И им сейчас погода рододендронам самая хорошая для наших рододендронов. Мы когда жили более южнее, в большом промышленном городе, я о таких растениях только мечтала. Но они растут в более влажных странах, в Польше, в Германии, очень красивые сады в Англии из рододендронов. Кто, если там был, видел, там прямо заросли такие. Ну, нам немножко повезло, мы под Киевом, и в свой сад я, конечно же, не могла не пригласить такие красивые кусты. Они будут еще больше, выше меня ростом, до дорожки, надеюсь. Хосты по мере его роста я буду убирать. И тут будут такие зонты. Посадила сюда крупные сорта, Розум элеганс, талика, дождь таки усиливается. Слышно, интересно, по зонту капли или нет. Ну вот такая погода, как сейчас, у нас плюс 12, плюс 10, но скоро, думаю, уже через пару дней будет уже больше 18, и им это самая хорошая погода, влажно, тепло. Ну, а нам радует глаз. Посадите рододендроны, если у вас их еще нет. Просмотрела кусочек записи. Вроде бы капли дождя слышно. И это у нас такой красивый аккомпанемент сегодня. Смотрите, какая красивая вот эта хвойная композиция прямо возле главного входа или выхода из дома. У нас яркая, цветная. Сейчас подойдем к рододендронам туда. Я тут остановилась, просто я вам хочу сказать. Хвойная композиция, это не значит одни хвойные. Вы видите, у меня тут яркими пятнами спирея Golden Princess, такие барбарисы. Это карликовый Golden Horizon. И еще барбарисы, по-моему, Богатель, если я не ошибаюсь, и Admiration. Вот тут. Позже тут зацветут астильбы. Я пересадила ближе к бордюру, потому что под менжулипом они уже не видны. И разного цвета хвойные. Вы видите, что голубоватый такой бульвар, коники,
ярко такие сочно-зеленые. И можжевельники. Газон вчера тут не успела я покосить, потому что дождь начался, только круглый. Но он нам не испортит картину, а я думаю, даже и украсит. Это моя пихта бальзамическая Нана. Малюсенькие, смотрите, какие у нее приросты. Вообще такие маленькие шарики. Очень медленно растет. Кому нужна плюшка такая, но мало места, это как раз ваш вариант. Так, обещала к рододендронам подойти. Смотрим. Начал цветение металлика рододендрон. Он в такую пасмурную, влажную погоду, мне кажется, еще темнее цветом. Но у меня, кстати, расцвели еще рододендроны темные, очень красивые. Сейчас вовсю хосты. Им такая погода тоже очень нравится. Влажно, дождливо, не жарко. Кстати, прогноз погоды смотрела. Вроде бы нам лето в этом году обещают еще жарче, чем в прошлом. Вот он, мой рододендрон Германия. Смотрите, сейчас вообще на улице почти темно. И какого цвета у него соцветия. И очень красиво в каплях дождя. Сейчас мы зонтиком его закроем, и я вам покажу. Большие зелено-салатовые листья у него. Присмотритесь к этому сорту. По хостам я вам не скажу, по сортам ничего. Я покупала единственное Patriot хосту. И белую какую-то white. Она растет в другой клумбе. Мы туда подойдем, я покажу. А все остальные хосты я нашла. Я рассказывала, как они очутились в таком количестве в моем саду. Разрослись. Большие, яркие кусты. Я их уже перестала делить, потому что мне некуда сажать. Рододендрон Каннингемс White уже отцветает, а там, где не было соцветий, пошли побеги, видите, новые. Ну, обрывать цветы мы не будем, подождем, пока отцветет все уже. Такой бордовый колоновидный барбарис, очень красивый, по-моему, Red Jewel. Нет, не Red Jewel, это Helmond Pillar. Red Jewel у меня он там, он такой колючий, шаровидный, он там посажен. Ну, а я повернулась сюда, тут пионы и розы. За розы, знаете, что хочу сказать? Очень много слепых побегов. Видимо, стрессанули мои розы. Это розочка Пьер де Рансар, тут у меня растет возле террасы. И именно на ней я хотела показать, что не на всех побегах проснулись точки роста. Вот тут есть, видите, цветы будут. Видно, стрессанули после таких холодов. И тут слепые побеги. Не знаю, хватит ли у меня времени ходить и обрывать на всех розах слепые побеги. Но для тех, кто не знает, скажу, что это можно сделать. Это провоцирует рост дальнейший. И будут цветы. А показать хотела, как сейчас выглядят мои пионы. Дождь нам создает звуки природы красивые. Вот-вот распустятся. Вот отделенки мои я сюда поделила, к дому пересадила, чтобы когда на террасе стоя было красиво. А вот хочу показать вам, начали распускаться мои новинки. Early Sensation сорт. Вот такой пиончик. Немножко напоминает Sunny Girl или лимон шифон. Такой лимонно он не передает камера. Сейчас перейду сюда. Такого лимонного кремового цвета. Полумахровый. Цветок будет один. А второй пион это White Grace. Белая Грейс, она будет белая при распуске нежно-нежно-розовой. А потом просто огромные должны быть цветы вот такого
размера и формы. Этот особенно красив, мне так кажется, нежно-лимонный. 7,5 литров горшок. Очень мягкий субстрат. Пересаживать буду я, наверное, буду. Вот дождик прекратится завтра, послезавтра. И займусь пересадкой этих пионов. Пересаживать с цветущими бутонами. Посоветовалась с агрономом. Можно, если просто как аккуратно делать перевалку. Не обязательно ждать осени, горшки где-то прикапывать. Если корневая система хорошо наросла, когда перевернете горшок, будет видно, если ком такой собранный в кучку, не рассыпается совсем, значит все в порядке. Можно просто перевернуть, как комнатные цветы. Я сейчас, кстати, комнатными цветами там так увлеклась. Мне что-то понравилось. Так, вот так выглядит сад. А сейчас перейдем. Я покажу зону, где начинают цветение другие мои рододендроны. И какие работы я там выполнила. Хакура нишики. Хорошенькая, аккуратненькая. Розоватые у нее приросты. Вот этот мой вот-вот уже расцветет такой рододендрон полулистопадный с цветами граммофончиками. Покажу, когда расцветет. А вот Silver Lady в этой зоне, куда мы с вами очень редко заходим. У меня тут вишня формируется зонтом таким интересным. Были у нее длинные такие большие плети и прямо на рододендрон. Я решила подстричь, и мне очень нравится. Так вот, Silver Lady в этом году у нее такой перерыв. Она цветет очень, скажем так, мало, очень аккуратно, но красиво. Кстати, рододендроны хорошо держат дождь, цветы, не портятся. У них они достаточно такие крепенькие, плотный лепесток и не портится. А вот этот кустик тоже Хакура нишики. Я пересадила, тут жесткая пересадка такая была, стрессанула растение, немножко посохли края веточек, не сильно пушистая, но мне просто надо было освободить место, центральный проход. Знаете, как в начале, когда высаживаешь сад, более простые растения сажаются, тем более я ее начеренковала. А сейчас хочется каких-то хвойных, таких интересных. Тут опять мои хосты кучерявятся, какой сорт не знаю. Вот это знаю, что Патриот. Я их купила одну деленку и за 3 года наделила. Она у меня, там дальше покажу, еще. Так, тут тоже астильбы у меня. Кстати, чем больше им простора, тем пышнее они как-то тут и поразрастались. А вот еще хоста Патриот. И тут у меня деленок уже 12, наверное. Очень такая неприхотливая, средняя рослая хоста. Опять тут же у нас флокс шиловидный примостился. Куда воткнула маленькую деленку, там он и оказался. Ну, давайте вот тут посмотрим вот эту полянку. Тут у меня рододендроны маленькие прошлого года, которые в тамбуре рос и высажены весной. И этого года. Это кали, малюсенький, он такой небольшой и тоже зимовал прекрасно в тамбуре. Сейчас уже высажен. Рододендрон Перси Вайсман, такой красивый, уже вот-вот зацветет. И удивительно то, что я вам, помните, рассказывала, что он не сделал перерыва. В этом году опять у него такой большой пышный куст. А вон там в глубине, я вижу, уже есть цветы розовые у него. Ну, заходить туда не буду, мокро так. Так, хостами тут я украсила, вообще-то это такая теневая клумба получилась. И чтобы более яркие пятна были. И на фоне обелиск, можжевельник, туи.
пирамидалис компакта. Кстати, не путайте эти туи с пирамидалис ауре. Это обычная туя, такая немножко загнутые, немножко кучерявые у нее. Такие побеги, как закругленные. Пирамидалис компакта. Быстро растут, кстати, тоже. Так, поворачиваемся в другую сторону. И я тут вам расскажу, что же я тут делала. Ну, во-первых, я формировала немножко магнолию, которая никак не может прийти в себя. Ну, уже листики начались. Вот это листья от мороза пожженные, вот это бутоны, которые не распустились. Потом, видимо, видите, закрученный лист некрасивый. Тут на нее клещ напал, не успев она от мороза в себя прийти. Я ее уже обработала, но надо еще. Ну, тут дожди идут, повторную обработку уже придется отложить. Но я вижу, что ожила, во всяком случае, она ожила. Я обрезала у нее внизу часть ветвей, часть побегов, чтобы оголился ствол, такой красивый стал. И буду постепенно еще где-то до метра высотой буду убирать побеги, чтобы она у меня была выше. Тут опять же хосты. А вот эти мои гортензии перезимовали совершенно нормально. В открытом грунте, укрытые. Малюсенькие череночки мои. Шаровидные. Это глобоза туи. Я их немножко подстригла. Такую форму им придала. Тут они посажены 6 штук. Туда пройдем, я вам еще покажу. Были посажены для чего? Вот эту изгородь из древовидных гортензий надо было держать. Я их планировала изначально соединить в высокий прямоугольный бордюр. Но сейчас эта идея у меня уже пропала. Это такая же, как вон та шаровидная туя. Сейчас приближу. Большая, на ножке. Это точно такие же, будут довольно большие, красивые, объемные такие туи. Ну и опять же я их хочу на ножке делать. Приподнимать немножко, не штамп, а просто как поднять на какую-то высоту. И шарами. Будет, думаю, красиво. А часть древовидной гортензии этой я убрала за периметр. Я вам показала. Обнаружила, что тут у меня начали зацветать мои ирисы бородатые. Такой голубой. Сейчас, если найду, прикреплю, как он цвел в прошлом году. Пару кустов я тут выкопала, посадила ирисы. Ну, освободила проход, потому что вот эта гортензия, она прямо все мне тут завалила. Чтобы ее как-то удержать, я поставила сетку. Вот такую сетку. Довольно она плотная. Такая даже плохо гнется, потому что тоненькая, не удержит такую мощь. Такие большие, это будут сильно рослые кусты. Видела, делают как арками сверху, и гортензия прорастает в них. Но по опыту, почитала, посмотрела, ломаются побеги. Они прорастают сквозь вот эти квадратики. И при ветре они выше намного. Где-то 1,5 до 2 эта гортензия разрастается. Ломаются побеги, некрасиво. Поэтому я не знаю. Я, конечно, попытаюсь ее удерживать таким образом. Посмотрим, что у меня получится. Смотрите, какая сейчас красивая акракона елочка. Длиннее стали побеги, распушились. Место ей как-то тут свободно. Хорошо. Вот этот можжевельник стрикта, по-моему, колючий. И, честно говоря, я даже уже и жалею, что сюда и посадила. Я его, конечно, тут формирую на ножке, поднимаю каплей. Но скоро, смотрю, я из него сделаю шар. Потому что тут ива у нас. И место для акраконы надо.
убирать стриг, то не буду, сделаю из нее шар. Сейчас туда зайдем. Отсюда лучше видно. Это пирамидалис ауреа подрастает. Точно такая же, как вот эта. Тут среди можжевельников казацких я посадила лилии. Надеюсь, высокорослые, по-моему. И будет красиво. Они и держать будут, чтобы лилия не поломалась. И собаки мне ломать не будут. Это декоративные луки. Помните, зимой на распродаже, там я, по-моему, по 8 или по 10 гривен купила огромные вот эти луковины. Посмотрим, какие луки. И вот еще. Иногда бывает на распродаже покупать что-то выгодно. Но не всегда, скажу я вам. Тут лилии, кстати, часть лилии у меня замерзла. Прямо вот так, когда сильные были заморозки, наклонились, попадали. И все, и потемнели. Вилсцверг. Так, покажу шишки на пихте. Подрастают. Она уже такая красивенькая. И пошли молодые приросты. Видите, почки. Это пихта корейская. У меня пихта корейская, это вторая. Первая вон там возле лавочки. Покажу вам. В 3 раза, наверное, выше. Посажены с разницей в полгода. Размером брались 80 сантиметров. И это стояло в росте. 2 года. Вот вообще, какая была, такая есть. Уже бы как-то признаки болезни какие-то подала, но ничего не было, она просто не росла. И вот в прошлом году вершину такую мне выдала, большую, красивую. А в этом году прям красоточка, тронулась, пушистенькая. Так, сюда мы перешли с вами. Сейчас расскажу, зонтик поправлю за вот этот фантом. Так, меньше дождь стал уже. Фантом. У меня спрашивали, что делать. Гортензиям плохо. Моим, смотрите, тоже как бы не очень хорошо. Вот тут верхние вообще все замерзли. Но я сейчас ничего не делаю, потому что у нас заморозки за заморозками. Я жду, когда, вот видите, тронулся побег. Уже хороший. И лист разворачивает хороший. Я их от клеща единственное обрабатывала. Даже удобрением сейчас не просыпала, потому что в такую холодную погоду стимулировать к росту гортензии еще, мне кажется, рано. Вот у нас потеплеет на днях. Думаю, уже точно тогда пройду и крупнолистные, поудобряю и пролью сульфатом магния, нашим волшебным средством. И тогда они пойдут в рост. Сейчас им надо затаиться и переждать непогоду. Так, вот эти еще глобоза. Видите, тут 2. Как-то я их по 2 сажала через метр, по-моему. Это магнолия, что-то совсем ей плохо. Пролить надо, обрезать. Почки замерзшие. Ну, магнолии в этом году... Ну, не знаю, скажите, как у вас магнолии пережили? У меня очень плохо вышли вот из такой затяжной холодной весны. Тут гортензии, по-моему, полярный медведь и пионы молодые, которые еще не цветут. Это и то пион, и то, но про них сейчас не будем. А вот крупнолистные гортензии, которые зимовали самостоятельно. К сожалению, самые верхние почки замерзли. Гортензия Вимс Ред тоже не очень хорошо. Ну вот побег стартанул уже. А эти посмотрим какие. Обрезать я не спешу. Нормировать побеги. Ну можно, конечно, вот этот уже точно удалить. Побег вот этот, потому что он и низко, и пострадал. Вот как я сформировала, смотрите, свои минджулипы. Подняла их, видите, подняла, оголила стволы и буду поднимать вверх. Помните, я вам рассказывала, вот еще
все уже сделала. Сколько их тут? 7 штук у меня. И все уже сделаны такими пальмами на ножках будут. Посмотрим, что получится. Но мне они нравятся даже уже. Вот так. Идет вверх-вверх. Посажены они как раз в просвет между можжевельниками. Вот это хоста белая какая-то. Совсем белый лист. Но тут ей хорошо. Она у меня росла ближе к дому в той клумбе. И она там чахла. Такие маленькие 2-3 листика за год. И все. И толку не было. Пересадила как-то в это место. Тут и полив, и все. Стало хорошо ему. Аркадиус зацветает. Вот такой у него цветок. Это посадка 1,5 месяца назад. Еще тут. Ну, как-то раскрылась пока только 2 таких цветочка красивых. Остальные еще думают. Рододендроны мои. Опять же, вот я вам рассказывала. Хоста Патриот посажена у меня везде между моих рододендронов. И сюда-сюда, и на эту сторону. И светлыми такими пятнами будет украшать. Так, перед тем, как к красавчику этому перейти, покажу вам вот, который у меня замерз. Мне там писали, он у вас нещадно болеет, ему плохо, обрезайте листья. У него просто неудачная зимовка, видите? Тут лист хороший, с этой стороны не попал как-то в завихрения в какие-то. Не обветрился, не замерз, а с этой стороны, ну вот эти опадают, которые совсем засохли, опадают, а эти еще держатся, и он весь пышно будет цвести. Я думала, и бутоны пострадали, растению все отлично, то есть ему зеленой массы во всяком случае хватает, чтобы провести цветение. Ну а потом мы ждем новых листьев. И это не будет видно просто его ожоги холодом. Лист опадет. Ну и так я вижу, растение плотное, хорошее. Он даже не хлорозил у меня. В том году он лимонный был, а в этом прям чудный. Чудный Pushy Purple сорт. Так, и вот этот сорт. У него там длинное такое название. Борислав какой-то. Смотрите, какой он красивый. Вот красивенький. Среднерослый по сравнению, если вот с этими кустами. Ну, чуть ниже пояса. Этот уже по пояс, я вижу. Смотрите, какой. Вот им сейчас хорошо, моим рододендронам, в такой дождик. Они прям спасибо говорят. Умытые, зелененькие. Хоста Патриот. Опять же, структуру такую задает красивую. Этот рододендрон будет еще красавчиком через месяц. Я вот вам покажу его. Я прям за него и не переживала. Совершенно была спокойна, что с ним все отлично. Так, тут больше ничего не цветет. Тут мне собаки лилии ломают. Посадила лилии, хосты не было видно. А она там такая большая. Ну, лилии потом отсажу, наверное, отсюда. Вот эта магнолия единственная хорошо у меня, как-то вообще хорошо. Но она не цвела в этом году. Это Феликс Жюли. Очень красивый такой сорт. И смотрите, я ей все-таки обрезала нижние ветви. У нее такой ствол довольно сформированный, красивый. А досталась ко мне она, ну, чуть меньше метра. И такая не совсем правильная формировка была. Так, ну что, куда мы пойдем? Пойдемте покажу еще новинку, какая у меня есть. Ух, дождь все сильнее и сильнее. Капает, вам там слышно, наверное. И какие рододендроны цветут там возле теплицы. Красивые покажу. Так, а тут флоксы все заполонили.
Интересно, они не угнетают вот это растение флоксы? Потому что сильно как-то они мне приствольный круг заплели. Так, пока будем идти сюда, вот тут пройду, покажу вам. Цветет пион древовидный, по-моему, Дан Балан сорт. Большие такие. Вот я вам прикрепляю, когда в солнечную погоду. Красивый такой пышный куст. 2 года ждала я его цветения. И вот Дерин Кауза Сатоми заканчивает цветение. Спрашивали часто, расскажите за него. Вот такой у него лист. Его обязательно надо тоже от клеща обрабатывать. Сейчас лист такой, видите, немножко... Ну, это, наверное, он еще и пострадал от заморозков. А вообще у него лист с таким бордовым отливом. И изгибается, загибается, как лодочки. Кто-то мне даже написал, что-то с растением больное вы показываете. Я снимала несколько видео, ну, покажу вам позже. Сильно изогнутый, как кучерявый лист. Сейчас пока этого не видно, а вообще очень красивый. А цветы у него вот такие. Это прилистники, я рассказывала. Так, там у меня флоксы, опять же флоксы. Ну, идемте обойдем. Я отсюда просто не выйду сейчас. Гортензии. Тоже, видите, лист и светлый, и загнутый. Но потом побег пошел хорошо. И ванила, и пинки-винки. Так, тут мои пионы выше пояса уже, но пока не цветут. Вчера утром, когда ходила, вот это у меня жду очень цветения. Первый раз вот этого пиона Command Performance. Никак он у меня не распустится. А второй побег повис до земли. Ну, думаю, все, Света, не будет тебе красивого цветения. Но нет, поднялся. Так, идемте сюда. Вот она, моя новиночка. Начну с нее, а потом покажу. Очень красивый рододендрон. Расцвел первый раз в этом году. Это весенние тоже посадки. Вы ее узнали. Узнали, потому что когда я рассказывала за свои хвойные, помните, я сказала, вот эта елочка коника Майнголд. Есть такой сорт, есть Майнголд елка, а это коника Майнголд. Такая она сейчас лимонно-салатовая, уже переходит в зеленый. И что вы думаете, на следующий день после съемки видео мы ездили по делам и смотрю, случайно мы попали в оптовый магазин растений. Там цветущие растения, петунии, всякие разные. Я, кстати, в этом году полностью отказалась от однолетних растений в саду. И пока не жалею ни на минуточку. Как-то совершенно не страдаю от этого. У меня много роз, гортензий, пионов. Может быть, я не буду зарекаться, может быть, больше и не буду петунии сажать, и алисумы, и все такое. Вот флоксы украшают, конечно, сад, но они многолетние. И вот смотрю, там один павильон, и рододендроны, магнолия, азалии, и один сорт елочки. Я смотрю на нее, думаю, я же вроде только вчера про нее рассказывала. Подхожу, спрашиваю, а что это у вас за сорт елочки? Вы ее узнали, это Daisy White. Конечно же, я ее купила. И вообще за символическую цену. Вот она, 25 сантиметров, может быть 30. 300 гривен. 300 гривен. И такое счастье у меня появилось в саду. Лилии большие на заднем плане. Такая она беленькая. Кремово-белая такая. Очень довольна покупкой. И она тут прямо к месту вписалась в этой компании. А вот Сандерс Блю какая сейчас. Мне кажется, она более голубенькая стала.
цветет растениям, в дождик хорошо. Ну, про хвойные свои я вам рассказывала. Ну, а сейчас вот покажу рододендрон, который расцвел. Это рододендрон Pointed. Как-то найду название, напишу. Смотрите, какой он по цвету. Вот такой с белой серединой. Вот так он темно-темно-бордовый. Камера передает немного как красно-малиновый, как красный даже. Очень набитые у него такие почки, соцветия. Будет довольно рослый, где-то около 2 метров. Я думаю, он тут впишется. Единственное, знаете, что смотрю сюда. Так, вот тут у меня еще один будет цвести. Сорт не помню, но покажу, когда зацветет. Вот сюда просится мне справа еще один куст рододендрона. И по центру я тут место держу для другого растения. Вот еще хотела показать. Я барбарисы стала поднимать. Видите, оголила ноги. Тут у меня 5 веток оставила. Всю остальную мелочь вырезала. Вверху связала. И прям место, во-первых, столько появилось. А во-вторых, более они как-то структурно стали смотреться. И вот этот барбарис Наташа тоже. Но он ниже по росту. И он немножко у меня завалился. Но все равно он тоже поднят. А вот это все поросль. Это насеялось. Вот это столько барбарисов. Там, ну, трава попадается, но насеялось много барбарисов. Так что, если кому надо, с семенами сеяться просто отлично. Вот сейчас как выглядит пихта испанская. У нее еще приросты только-только. Это келерис. С зонтом не очень удобно снимать. Вот так покажу вам. Как шишки, да? Но это прирост, они потом удлинятся. А тут у меня какой-то клематис растет. У меня с клематисами или хорошо, или плохо. Вот эти два тут. И вот еще один. Но этот хоть на пихту пошел расти нормально. Я считаю, скромно растут по 2 побега. И все. Так, он там запутался. Туда куда-то ушел вглубь. Найти надо его и направить. Пусть по пихте. А вот там возле роз на арке, наверное, побегов 50 во все стороны завили розы. Вот вам как и получается с одними. 3 сорта всего у меня клематисов, поэтому я за них особо не рассказываю, потому что рассказывать как бы нечего. Покажу цветение, если будет. Вот этот тайга цвел, я в прошлом году вам показывала, но он такой маленький, скромненький. Перезимовал, кстати, хорошо. Надо прикопать побеги, и тогда пойдет много новой поросли. Так, все, на этом все. И дождь закончился. Все как полагается, да, когда нам уже не надо. Большие какие-то тюльпаны у меня тут цветут. Тюльпаны буду убирать. Нарциссы убирать. Клумбу эту приводить в порядок. Стоит еще у меня кора, полмешка. Тут добавлю. И будем розы стимулировать к росту. Все, всего хорошего. Ждем хорошей погоды. У нас работы в саду, видимо, невидимо.